мое сознание, я не прошу понимания. Сколько мы раз убеждались, падали, но поднимались. Знаешь, никто нам не нужен, круг до безумия сужен. Сколько себе признавались, падали, но поднимались. Я по углам с расстановкой перед нелепой уловкой. Сколько стеклом разлетались, падали, но поднимались. Может, не будем сдаваться, проще уйти, чем остаться. Мы же всегда оставались, падали, но поднимались. За любовь без сомнения бьются новые поколения. Всем привет, ребята! Вы на канале Котик Мяу Кис. И сегодня у меня будет обзор на конюшню. Но перед началом этого видео подписывайся на мой канал и ставь лайки. Поехали! И да, ребята, я бы хотела кое-что сказать. У меня вот этот пэт теперь будет тренером. Ну, как бы до сегодняшнего видео. Я ее назвала Эмили и сделала ей бантик вот такой вот и... Что это? Бусы. И она вам будет все здесь показывать. И да, ребята, насчет сериалов, которые у меня были, вы можете написать в комментариях вопросы для тех, кто в этом сериале участвовал. То есть вам нужно написать, для кого этот вопрос и к какому сериалу. И я сделаю такое видео вопрос-ответ. Ну что ж, не буду вас задерживать, поехали! Начнем мы с большого манежа. Сейчас здесь занимается Пурга своей новой лошадью, которая недавно к нам приехала, Филадельфией. И также здесь стоит тренер, которая помогает ей. Это Эмили. Здесь также у манежа такая вот стенка. На самом деле это всего лишь альбом, но что на нем прикольные кактусы. И также здесь надпись «КСК Ветер». Перед началом ролика вы, наверное, видели вот эту вот вывеску, но, может быть, не заметили эту. То есть здесь она тоже есть. Так, проходим дальше. Здесь у нас левада для частных лошадей. Здесь открываются двери, точнее одна дверь. И здесь в леваде резиночки, ну что-то типа травки и камни. Даже есть самодельные камни из пластилина. А там для украшения большие камни с цветами. Также заборчик, который мне не хватило, и поэтому я сделала дополнительный заборчик. А здесь написано КСК Ветер на таких резиночках. Так, не смотреть, что наверху. Поехали дальше. Здесь у нас такая дорожка. Очень красивая. Здесь препятствия. И здесь разговаривают Егор, Настя и Милка. Давайте перейдем к конюшне. Здесь у нас первый денник. В нем стоит Астра со своей хозяйкой. Астра — это у нас частная лошадь. У нее есть хозяйка. Это Виола. Здесь стоит сирень. Но показать я вам ее сейчас не могу. Покажу я вам ее чуть позже. Она тоже частная лошадь, и у нее тоже есть хозяйка, которую зовут Ксюша. Дальше у нас стоит лошадь-серебристка. Так как она не частная лошадь, у нее нет хозяина. Здесь должна стоять Филадельфия. Здесь у нас стоит Капелька. Здесь Гром. Вот тут у нас Конфетка. Это пони. Но я не знаю, почему я ее поставила сюда.
просто у меня не было для пони ничего такого. И здесь у нас стоит Талага. Переходим дальше. Здесь у нас стоит новый конь, у которого пока нет имени. Но так как он очень буйный, у него специальный недоуздок, который очень крепкий есть. И на нем пока никто еще не ездил. Дальше свет и звезда. Вот такая вот большая конюшня. И так как мне не хватило места здесь, я сделаю еще 3 дополнительных таких вот земляка. Дальше мы переходим к ливаде для обычных лошадей, то есть которые не частные. Здесь сейчас отдыхает Капелька. Вот. Здесь ливада, но только уже без камней, без всего такого. Но только здесь есть вот такая вот штучка. Это просто из-за того, что мне не хватало резинок. И я решила поставить, тем более, что для утяжеления этой коробочки. Потому что иначе она падает. Переходим дальше. Здесь у нас развязки. Сейчас здесь стоит Сирень со своей хозяйкой Ксюшей. Но так как у меня нет мойки для лошадей, они у меня здесь чистятся. Вот. И да, на камере, наверное, это не передается, но вот здесь вместо черных я почему-то сделала фиолетовые крепления. А здесь все нормально черное. Дальше у нас разговаривают 2 девчонки. Это Аня и Китти. Дальше здесь у нас большой муничник. Здесь у нас еда, ну, подкормка, можно так сказать. Также такое ведерко. Здесь у нас амуниция лежит. Но я не знаю, как сделать для таких лошадей, как мои седла, поэтому пока здесь их нет. Здесь только вот уздечки, которые я как-то догадалась сделать, и кордело. И также вот это вот кордело лежит, оно для поняшки. Так, на нее просто не сделать уздечку из этих резинок. Также здесь сейчас стоит Симба. Дальше там недоустки. Такое вот типа седла что-то, но без крепления. Дальше у меня вот такой вот, так сказать, стенд. Здесь у меня бант, кордел еще одно, не знаю, что она здесь делает. Губки, крючок, кстати, здесь тоже вот лежит крючок. Также там вот вдалеке яблоки и вот там вот хлыст лежит. Когда он закатился под зеркало, поэтому я его достану уже после видео. Ну и вот здесь такое зеркало. Вот. Там снизу тоже зеркало, но я решила сделать именно так. Хотя, если честно, я вообще не понимаю, для чего там зеркало. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр и всем пока-пока!